Львы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Напоминаю вам смотреть гороскопы правильно не только по Солнцу, по знаку зодиака, который вы знаете, но и по вашему асценденту и Луне. Если вы не знаете свой асцендент или Луну, пишите в комментариях свою дату рождения, обязательно точное время рождения и точное место рождения, и я бесплатно для вас рассчитаю. Асцендент чаще всего показывает самые важные события в жизни и проигрывается заметнее всего. В прошлом месяце под гороскопами на май было очень много комментариев, запросов с просьбой рассчитать асценденты. Я до сих пор стараюсь отвечать каждому, но часть комментариев затерялась, потому что многие пишут, что я им не ответила. Если вы не получили от меня ответ, не переживайте, просто пишите под этим видео еще раз. Скажите, что это ваш повторный запрос, и я обязательно рассчитаю для вас Луну, Солнце и асцендент. Те, кто не знает точное время своего рождения, можно найти в интернете астролога-ректификатора, который по важным событиям вашей жизни, по важным датам помогает восстановить точный асцендент. Будьте внимательны и сразу указывайте страну, город или населенный пункт рождения, указывайте точное время рождения. Если вы хотя бы примерно знаете, плюс-минус 2-3 часа, тоже можете писать, я рассчитаю для вас несколько возможных асцендентов, и указывайте дату рождения. Если просто пишите дату, комментариев очень много и запросов очень много, то я просто буду пропускать ваш комментарий, если вы не указали полные данные. Для тех, кто хочет личный прогноз на месяц, год или натальную карту, можете писать мне в Инстаграм или на электронную почту. Я оставлю в закрепленном комментарии. Онлайн-консультации или консультации по звонку я на данный момент не провожу, но можете написать на почту, и я составлю для вас в PDF-формате натальную карту, личный гороскоп на месяц или гороскоп на год. Июнь для вас, львы, это месяц подготовки к важным внутренним сдвигам. Внешне он может казаться спокойным или даже заторможенным, но внутри будет происходить серьезная переоценка, взгляд вглубь себя, работа с подсознанием, отпускание старого, закрытие незавершенных историй и тихое формирование нового намерения. Это тот месяц, когда многое происходит за кулисами, но именно здесь зарождаются ваши будущие перемены. Главное астрологическое событие месяца – это переход Юпитера в знак Рака, и для вас он активирует 12-й дом гороскопа. Дом завершений, внутренних процессов, интуиции, тишины, снов, изоляции, иногда даже одиночества. Это не про резкие рывки вперед, а про выдох. Юпитер будет идти по этой зоне целый год, и вы входите в очень глубокую фазу, когда происходят важные внутренние трансформации, перезагрузки на уровне души и отпускание тяжестей, а иногда и конкретные события, связанные с эмиграцией, уединением, расставанием или важными тайными решениями. Все это происходит не снаружи, а внутри. Это как уборка за кулисами перед тем, как следующий год включит ваш первый дом гороскопа и начнется ваш большой личный цикл. В этом месяце 12-й дом будет активно включен, потому что Меркурий, Солнце, Юпитер все это разворачивает вас внутрь. Могут подниматься старые темы, что-то непрожитое, незакрытое, непроговоренное. Могут возвращаться люди из прошлого, появляться сны, знаки, ощущение, что пора на паузу, на отдых и на переосмысление. Это время тишины, уединения, творчества, интуиции и доверия. Все, что вы закладываете в июне, может пока не иметь формы, но позже оно даст рост, когда начнется ваш новый солнечный и юпитерианский цикл. Очень хороший месяц для того, чтобы завершать дела, вычищать пространство, закрывать старые обязательства, хорошо отдыхать, восстанавливаться, заниматься собой, своим телом, психикой, сном, внутренним состоянием. Это может быть и санаторий, и ретрит, и просто поездка за город, и работа из дома, и отдых от шума. Чем тише вы живете, тем точнее вы слышите себя в июне месяце. При этом этот месяц не будет пустым, будет много движений в сфере карьеры, работы, финансов, документов. Венера в вашем 10-м доме может принести признание, важный проект или рост на работе. Марс во 2-м доме будет заставлять активно зарабатывать или пересматривать свои финансы. А к концу месяца, когда Меркурий войдет в ваш знак, вы начнете оживать, собираться и чувствовать, что пора выходить из тени.
И именно тогда вы начнете готовиться к своему сезону осознанно, без лишнего шума, но уже с внутренним стержнем. Если в июне вы позволите себе немножко тишины и больше отдыха, то вы услышите, куда вам идти дальше. Итак, 6 июня Венера, планета красоты, денег, удовольствия, признания, комфорта и любви, входит в знак Тельца и включает у вас, львы, 10-й дом гороскопа. 10-й дом – это сфера, в которой вы особенно чувствительны. Это карьера, амбиции, цели, то, кем вы хотите стать, как хотите, чтобы вас видели другие люди и какое место вы занимаете в глазах общества. Венера в Тельце в своей силе. Она стабильна, практична, ценит результат, эстетику и комфорт. И когда она попадает в ваш сектор карьеры, это отличное время, чтобы укрепить свою позицию, получить признание, повысить свой профессиональный статус или просто сделать свою работу красивее, заметнее, приятнее для других и прибыльнее для себя. Это может проиграться как повышение по работе, похвала, комплимент от начальства, одобрение со стороны клиентов, бонус на работе, повышение зарплаты, хороший отзыв, рост доверия. Кто-то из вас может запустить свой проект, особенно если он связан с красотой, дизайном, едой, уходом, эстетикой, стилем, женской энергией или тем, что приносит удовольствие людям. У кого-то появится женщина, которая поможет вам с карьерой, может это коллега, клиент, подруга, партнер по бизнесу или просто человек, с которым приятно работать и чье мнение вам важно. Или вы сами станете для кого-то таким человеком. Также возможны деньги, бонусы, премии, выгодные предложения, особенно через тех, кто вас давно знает или кому вы давно помогли. Это не случайная удача, а результат вашей репутации. Венера у нас планета любви, а 10-й дом у нас дом статуса. Может, кто-то из вас начнет отношения, вступит в брак, или вы решите жить вместе, сойдетесь, это тоже уже другой статус, либо статус невесты, жениха. Если вы в поиске работы, то Венера может принести вам работу мечты. Особенно она может быть связана с красотой, одеждой, дизайном, финансами, а также недвижимостью и консультированием. По Венере в 10-м доме чаще объявляют об официальных отношениях. Может, вы до этого с кем-то встречались, не афишировали или просто были в отношениях, сейчас вы их оформите законно. Венера у нас символизирует уют и комфортность, знак Тельца — стабильность, а 10-й дом — достижение. Для некоторых львов может проиграться как переезд в более комфортное место жительства, покупка недвижимости, ремонт. В зависимости от вашей жизненной ситуации, кто где сейчас находится, в любом случае Венера улучшит ваше положение, ваши достижения и ваш статус. Также в этот день формируется аспект между Меркурием и Хироном. Это аспект, который может дать полезный, честный разговор о смысле вашей работы, о вашем предназначении, обучении, развитии. Это хорошее время для консультаций, подачи резюме, уточнений с руководством, глубокого диалога с наставником или даже с самим собой. Чем вы занимаетесь и куда вы идете дальше. 8 июня Меркурий, планета общения, мыслей, разговоров, документов, техники, транспорта и поездок, входит в знак Рака и включает у вас, львы, 12-й дом гороскопа. Это зона тишины, завершений, внутренней работы, отдыха, снов, подсознания, а иногда изоляции. Когда Меркурий попадает в этот дом, он перестает говорить вслух и начинает шептать внутри. Мысли становятся тише, но глубже. Появляется потребность побыть наедине с собой, подумать в тишине, отключиться от шума, соцсетей, суеты и внешней активности. Могут прийти сны, знаки, интуитивные догадки, которые потом окажутся очень точными. Кто-то захочет уехать, скрыться, не брать трубку, просто выспаться и ни с кем не разговаривать. И это абсолютно нормально, потому что это время внутренней перестройки. Могут происходить важные разговоры, но в закрытом формате. Не на публике, а где-то, например, на кухне, в переписке, с кем-то, кому вы действительно доверяете. Для кого-то это проиграется как откровенность, признание, прощение или просто желание выговориться не всем, а одному важному человеку. Кто-то из вас в эти дни начнет писать книгу, курс, блог, план, но пока не будете готовы этим делиться.
так как 12-й дом у нас еще и дом тайн, а Меркурий — планета общения, коммуникации. Может быть, вы узнаете чью-то тайну или сами расскажете о своей. 12-й дом у нас еще изолированные места, поэтому кто-то из вас может пойти в поликлинику на обследование, сдачу анализов, восстановительные процедуры или в места, где нужна тишина и пауза. В этот же день происходит соединение Меркурия с Юпитером, который пока еще находится в вашем 11-м доме, и это может создать двойное ощущение, как будто вы варитесь в себе, в своих мыслях, в тишине, но при этом рядом появляется энергия, которая тянет к людям, к будущему и к новым идеям. У кого-то из вас может возникнуть внутренний конфликт. Хочется быть в покое, но одновременно тянет написать в чат, зайти в сообщество, вернуться к заброшенному проекту, который связан с другими людьми. Или наоборот, вы сидите в одиночестве и вдруг можете получить письмо, сообщение, предложение, которое неожиданно даст вам надежду и новый план. Это может быть день, когда интуиция и разум встретятся, и вы что-то осознаете, что-то сложится внутри у вас, какой-то пазл, и вы отпустите то, что мешало вам, но при этом вдруг почувствуете, что где-то там уже рядом то, ради чего стоит двигаться дальше. 9 июня происходит одно из важнейших астрологических событий года. Юпитер — планета роста, расширения, дальних горизонтов, удачи, путешествий, обучения и смыслов, переходит в знак Рака и включает у вас, львы, 12-й дом гороскопа на целый год. Это не просто один транзит, это сложное глубокое переплетение. Водный знак — планета, связанная с далекими землями, и дом, который сам по себе символизирует тишину, изоляцию, завершение, внутреннюю жизнь и духовный период. Это начало совершенно особенного года, в котором не все будет происходить на виду, но все будет происходить по-настоящему. Юпитер в Раке чувствует себя очень сильно, он находится в своем доме, он раскрывается через заботу, душевность, мягкость, глубокие эмоции, связь с родом, домом, с темой семьи, материнства, защиты и интуиции. Но 12-й дом — это не про дом как стены, а про ощущение внутреннего дома. Это период, когда вы не просто будете искать, где обустроиться, а именно хотите почувствовать, где по-настоящему спокойно и находится ваш дом. Юпитер туда принесет масштаб, поиск своего места в мире, своего уголка на планете, своей внутренней опоры и своей тишины. Для кого-то из львов Юпитер в Раке в 12-м доме может проиграться как беременность и рождение ребенка. Так как 12-й дом — это дом изоляции, может в этот период вы будете находиться в декрете, вам придется больше сидеть дома с ребенком. Так как 12-й дом — это еще и дом заботы, вы будете за кем-то ухаживать, помогать, сопровождать. У многих из львов может появиться сильное желание уехать, и не просто в поездку, а уехать глубоко, как иммиграция, переезд, жизнь у воды, жизнь в другой стране, рядом с природой или просто в другом формате. Все это может быть в ближайший год. Кто-то из вас уйдет с публичной работы и начнет делать что-то спокойно, частно, без лишнего шума, не на виду. У некоторых может быть жизнь между двух миров, между реальным и внутренним. Все, что связано с уединением, тишиной, отдалением, паузой, может прийти, но не как наказание, а просто как забота о себе. Подробнее о том, как переход Юпитера в знак Рака повлияет на наш мир в целом и на каждый знак зодиака по отдельности, я записала видео, оно уже есть на канале, и ссылку я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите и делитесь, как у вас проигрался прошлый транзит Юпитера в Раке с 2013 по 2014 год. Я читаю все комментарии, и под видео про Юпитер многие пишут, что в 2013-2014 году у них расширилась семья, было пополнение в семье, у кого-то это переезд, новое жилье или даже иммиграция. Но в этот же день, 9 июня, складываются сразу 3 напряженных аспекта. Венера в квадрате с Плутоном, Меркурий в квадрате с Сатурном и Нептуном. Все это может создать ощущение, будто вас одновременно тянет вперед, но что-то внутри тормозит, сковывает или вызывает у вас тревогу. У кого-то это может проиграться как обострение в отношениях с начальством, клиентами, партнером по бизнесу или даже в личной паре, особенно если у вас есть совместные цели или работа. Также может быть ощущение, что вами манипулируют, давят или контролируют. А может, наоборот, вы сами почувствуете раздражение и начнете докручивать кого-то рядом или давить на кого-то. Это аспект власти, контроля,
борьбы за влияние. Поэтому старайтесь не втягиваться в жесткие споры и не пытайтесь доказать что-то любой ценой. Лучше немного выждать, потому что энергия пройдет, а выводы останутся. Очень важно в этот день не принимать судьбоносных решений в состоянии эмоционального шторма. Не срываться, не упрекать никого, не ставить ультиматумы, потому что эти аспекты дают искажение восприятия. Мы можем додумать, напридумывать себе, воспринять не так, как оно есть на самом деле. Если у вас намечается важный разговор, лучше отложите его на пару дней или хотя бы переспите с этой мыслью, анализируйте все. И если вы чувствуете, что вас накрывает, запишите что-то, выговоритесь, но не торопитесь действовать. Это день, в котором начинается большой внутренний цикл Юпитера, но в то же время он может быть непростым эмоционально. Вы как будто делаете первый шаг в новый этап, но с грузом прошлого на плечах. И это нормально. Этот день может быть не про легкость, а про честность. И если вы пройдете его осознанно, с уважением к себе и к своим чувствам, дальше вам станет проще. 11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца. У вас Львы, оно попадает в 5-й дом гороскопа. Это дом любви, детей, творчества, отдыха, личного дела, удовольствия, признания, а также путешествий и всего, что делает жизнь по-настоящему вашей. Полнолуние — это момент кульминации. Что-то проясняется, достигает пика, становится видно или завершается. Это может быть получение результата, внезапное озарение или завершение процесса. В этот день особенно ярко могут проявляться темы личной жизни. У кого-то вспыхнут чувства, кто-то решит признаться в симпатии, кто-то из вас наконец-то отпустит человека, с которым давно все закончилось, но не было точки. У кого-то может всплыть история из прошлого, бывшие, незавершенные разговоры, невыраженные эмоции. А у некоторых, наоборот, появится новый интерес, роман, момент влюбленности или вдохновения. Полнолуние может высветить тему детей. Кто-то поднимет вопрос о зачатии, кто-то узнает о беременности, у кого-то будут уже роды. Если у вас есть дети, то может получение новостей каких-то связанных с ними, участие в мероприятиях, соревнованиях, праздниках, завершение школьного года. Может появиться повод для гордости, сильное волнение или принятие важного решения в воспитании. 5-й дом — это дом того, что мы создаем. И дети, и проекты, и чувства — все сюда входит. Также энергия полнолуния в 5-м доме может проиграться в теме творчества и бизнеса. Если у вас есть свое дело, хобби, проект, блог, канал, магазин, сейчас может прийти результат. Что-то завершится, выйдет в люди и даст отклик. Или вы почувствуете, что все, вы хотите закрыть что-то и завершить. Это момент, когда сердце больше не горит или наоборот загорается заново. Очень сильный день для осознания, что для вас действительно ваше. И не забывайте, что 5-й дом и знак Стрельца — это еще и про путешествия, отдых и смену обстановки. Кто-то из Львов может в эти дни поехать в отпуск, получить визу, оформить билеты, улететь или вернуться в какую-то страну. Кто-то решит уехать спонтанно, просто ради себя, ради перезагрузки, ради ощущения свободы. Или наоборот, может, вы поймете, что уже соскучились по дороге. Это полнолуние может подтолкнуть вас к спонтанной радости, и вы вдруг скажете, а почему бы и нет. Если вы начали что-то полгода назад по новолунию в Стрельце, то сейчас это может дать вам результат. Это будет результат, а для кого-то это будет кульминация или даже завершение. К примеру, если вы начали отношения полгода назад, то сейчас по полнолунию в Стрельце, может, вы решите наконец-то съехаться или поймете наоборот, что вам не по пути. Это развязка в отношениях. Кстати, 5-й дом — это еще дом любовников и любовниц, это дом любовных треугольников, поэтому это полнолуние может дать развязку и завершение каких-то отношений. Дальше, 17 июня, Марс, планета энергии, действия, напора, мотивации, силы воли и продвижения, переходит в знак Девы и включает у вас, Львы, 2-й дом гороскопа. Это дом денег, доходов, покупок, финансовых решений, а также личной ценности и самооценки. Когда Марс попадает в эту зону, вы начинаете действовать целенаправленно. Появляется желание зарабатывать больше, четко понимать, куда идут ваши деньги и на что вы действительно хотите тратить свою энергию. Это период, когда деньги становятся не просто темой, а задачей.
Кто-то из вас начнет искать новые источники дохода, активно продвигать свои услуги. Может, это будет запуск продукта, пересчет цены, пересмотр контрактов, повышение ставки. У кого-то начнется движение в сторону финансовой стабильности, оформление банковских счетов, банковских каких-то вопросов, переговоры о зарплате, выплаты, старт нового проекта, оформление заявок, предложение услуг своих, работа с продажами. У многих из львов появится желание пересобрать свою финансовую систему, навести порядок, оптимизировать расходы, избавиться от лишнего и наконец-то начать планировать наперед. Также у многих из вас может появиться конкретная цель, под которую вы начнете активно действовать. Может, это будет покупка, поездка куда-то, вклад в свое обучение, новая техника, вклад в свой дом, в свое жилье, в свое здоровье, что-то важное и практичное. Марс в Деве не любит хаоса, он дает деловитость, расчетливость, продуктивность. Главное не уйти в перезагрузку и не пытаться все контролировать до мелочей. Лучше сделать четко и по шагам, чем откладывать из-за перфекционизма. Во второй дом Марс приносит фокус на том, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы чувствовать себя увереннее, свободнее и больше зарабатывать. Это не только про деньги, это про ощущение, что вы сами управляете своей жизнью, и в этот период у вас есть все для этого, вся энергия Марса. Марс у нас планета активности, поэтому может у кого-то появиться дополнительный заработок, подработка. Кто-то из вас может начать планировать свои доходы, расходы, вести учет или начать экономить в этот период. У кого-то наоборот, это будет период, когда очень много работы и у вас нет времени продохнуть. 21 июня Солнце переходит в знак Рака и включает у вас львы тот же 12-й дом гороскопа. Это момент замедления, уединения, внутреннего переформатирования. Начинается астрологический месяц, в котором вы как будто уходите чуть-чуть глубже в себя, чтобы выспаться, переварить информацию, отпустить что-то, восстановиться. Это не время громких заявлений, это фаза, когда душа просит тишины, а тело покоя. Особенно если до этого вы были в режиме высокой активности, то июнь к этому моменту может начать уводить вас вглубь. Захотите больше бывать в одиночестве, подумать, вспомнить что-то, послушать себя, а не мир вокруг. При этом именно 21 июня происходит летнее солнцестояние. Самый длинный день в году. Это энергетическая вершина, поворотный момент, когда символически Солнце останавливается и как будто разворачивает свет внутри. Это всегда сильная точка, даже если события не яркие, внутренне чувствуется смена настроения, фокуса и состояния. И особенно для вас, львы, как солнечного знака, этот день может ощущаться как перепрошивка. Начинается глубокая перезагрузка изнутри, когда что-то завершается в тишине, а новое только зарождается, пока без формы. Пока я не забыла, хотела добавить, что некоторые из вас пишут в комментариях, что я очень быстро разговариваю, ничего не понятно, и вы не успеваете уловить суть. Смотрите, я хочу как можно больше информации вложить в видео, не растягивать его на 2 часа, но прямо в видео, в правом верхнем углу, там где есть значок шестеренки, в настройках вы можете выбрать сами скорость и регулировать ее. Вы можете ускорить мою речь или замедлить. Спасибо за ваши замечания и комментарии. Я все читаю и стараюсь делать так, чтобы вам было удобно и комфортно смотреть мои видео. 12-й дом — это закрытые процессы. Это когда многое происходит за кулисами. От принятия внутренних решений до скрытой подготовки чего-то важного. У кого-то из вас это может быть отпуск, уединенная поездка, санаторий, удаленная работа или начало оформления документов на переезд, или просто период, когда хочется спрятаться от мира, чтобы собраться мыслями. Может, вы начнете работать над каким-то проектом новым, потому что Солнце высвечивает, дает новую энергию, но так как это 12-й дом, просто вы не захотите пока об этом рассказывать. Неважно, это отношения, это работа или это новое хобби, просто пока вы захотите оставить это в тайне. В этот же день формируется очень мягкий и гармоничный аспект Меркурия с лунными узлами, который идет по вашему 4-му дому. Это аспект, который может принести важную мысль или разговор, связанный с семьей, домом, местом жительства, корнями, иммиграцией или возвращением к истокам. Кто-то из вас получит новость от родителей, кто-то подумает о переезде, продаже недвижимости.
а кто-то из вас откроет для себя место, где ему действительно спокойно. Может быть разговор, который что-то отпустит, расставит по местам или даст ощущение, что вот теперь все понятно. Это может быть небольшая встреча, фраза, письмо, воспоминание, но именно оно даст вам ощущение правильного направления. Не ярко, не громко, но точно, как внутренний компас, который слегка поворачивается в нужную сторону. Этот день не про внешние события, а про очень тонкий внутренний сдвиг. И если вы его поймаете, дальше будет легче двигаться. 23 и 24 июня – 2 дня, которые могут ощущаться как момент внутреннего разворота. С одной стороны, происходит очень сильное соединение Солнца с Юпитером. Это всегда про рост, про веру, масштаб, озарение. Как будто становится яснее, зачем все это было. Но в вашем случае это соединение происходит в знаке Рака и в 12 доме. Это значит, что все самое главное будет происходить внутри. Это не про внешнюю активность, это про глубокое внутреннее ощущение. Вы поймете, что надо отпустить, а что беречь. У кого-то из вас это будет момент мощного вдохновения. В тишине, наедине с собой или в дороге, поездке какой-то, в уединении, в разговоре с собой. У кого-то из вас может прийти какое-то озарение во сне, в молитве или на берегу моря, в каких-то уединенных местах. Вы можете понять, что хотите уехать оттуда, где вы сейчас находитесь. Вы многое осознаете и, может, даже осознаете, что пора закрыть какую-то старую боль и что хватит жить чужими ожиданиями. 12-й дом не работает на показ. Все, что вы проживаете сейчас, могут не замечать окружающие, но вы почувствуете, что внутри вас как будто что-то отпускает. Вы начнете верить, что возможен другой путь, возможна другая жизнь и возможна тишина, в которой есть сила. 24 июня Солнце в Раке формирует напряженный квадрат к Сатурну и Нептуну в Овне, а это значит, что у вас могут появиться внутренние сомнения и противоречия, особенно связанные с будущим, с эмиграцией, с обучением, юридическими делами или духовными вопросами. Этот аспект, при котором вы можете почувствовать, что устали, что вы не справляетесь, что путь, по которому вы шли, вдруг окажется не таким надежным. Может возникнуть желание спрятаться, уйти в себя, все бросить, особенно если вы живете вдали от родины или переживаете личный кризис. Могут всплыть страхи, связанные с верой в себя, с тем, что не видно четкой картины будущего. Также возможны задержки в документах, отмены поездок, сбои в планах или ощущение, что все тормозится. Но важно понимать, что это не знак, что вы не на своем пути. Это просто сигнал, что нужно пересмотреть стратегию, внести коррективы и не поддаваться иллюзиям. Не стоит в этот день принимать окончательных решений или вступать в серьезные разговоры, потому что эмоции могут искажаться. Это день, когда лучше замедлиться, побыть наедине с собой и вспомнить, зачем вы начали этот путь. Уже через несколько дней ситуация прояснится и вам станет легче. 25 июня происходит новолуние в знаке Рака. У вас ли вы? Оно происходит в том же 12 доме, который очень важен для вас в июне. Это не про яркие начала, не про запуск проекта, не про посты в соцсетях. Это про внутреннее обновление, которое происходит в тишине, в уединении и в закрытом пространстве. Может быть, даже в одиночестве. Но именно такие начала потом дают самый сильный рост, потому что вы закладываете то, что по-настоящему идет изнутри вас. Новолуние в 12 доме – это как семя, которое попадает под землю. Вы его не видите, но оно уже есть, и оно начинает прорастать. Сейчас идеально поехать в отпуск, в ретрит, взять паузу, посетить санаторий, проводить медитации, поехать в путешествие на море, может даже в одиночку. Так как 12-й дом – это еще дом эмиграции, может будут какие-то новости или планы по поводу эмиграции, переезда. Может, вы готовите какие-то документы на визу. Это новолуние может быть, конечно, не про действие, а больше про внутреннее желание и про желание начать что-то в этом направлении. Сейчас у вас может появиться внутреннее согласие, что вы больше не хотите жить так, как раньше, и оно запустит цикл, который в ближайшие месяцы может подготовить вас к очень важному личному новому этапу, когда планеты пройдут по вашему знаку. Сейчас важно не торопиться, не давить на себя, не заставлять себя делать так, как все. Это новолуние приносит мягкость, интуицию и доверие. То, что вы заложите сейчас, может стать началом очень глубоких перемен, но пока без шума, внутри, тихо и по-настоящему. 26 июня Меркурий, планета речи, мышления, общения, идей, поездок, документов, оформления,
техники, самопрезентации переходит в ваш знак и включает ваш первый дом. Это момент, когда вы начинаете просыпаться. С конца месяца вы снова начнете быть видимыми, активными, включенными. Появится желание говорить, писать, обсуждать, делиться мыслями, возвращаться в общение. Кто-то может начать снимать видео, вести блог, записывать сторис. А может, вы пойдете на собеседование, начнете общаться с новыми людьми, продвигать свои идеи, обсуждать планы. Или просто почувствуйте, что вы снова хотите быть собой, уверенно, громко и открыто. Меркурий отвечает за транспорт, за технику, за короткие поездки. Может быть, у вас начнется больше передвижения по городу, каких-то дел. Может, вы захотите поменять технику или автомобиль. Но больше всего Меркурий в первом доме всегда про самовыражение. Сейчас очень хорошее время, чтобы обновить шапку профиля, фотографии, оформление своих соцстраниц, свое резюме, коммерческие какие-то предложения. Это также очень хороший момент для оформления документов, которые касаются вас. Паспорта, ID, смена имени, анкеты, подачи на программы какие-то. И в этот же день Меркурий формирует гармоничный аспект с Ураном, который идет по вашему 10-му дому. Дому карьеры, реализации, целей, работы и имиджа. Это может дать внезапное предложение, озарение, идею, возможность. Какую-то возможность, которая касается именно вашей работы или профессионального роста. Кто-то из вас получит письмо, звонок, сообщение, приглашение. А у кого-то может прийти идея, как продвигать себя по-другому и какую нишу попробовать. Также у вас может состояться разговор с человеком, который может сыграть важную роль в вашем развитии. Это день, когда идеи приходят быстро и нестандартно. Вдохновение, озарение, интуитивные решения — все это будет. Главное не отмахиваться. Если вы почувствуете, что хотите делать по-своему, пробуйте. Меркурий в вашем знаке дает вам право говорить от себя, а аспект с Ураном ускоряет реализацию. Это хороший день, чтобы напомнить о себе миру и сделать что-то по-своему. Львы, июнь для вас — месяц глубокой внутренней работы, переосмыслений, очищения и подготовки к новому этапу. Это не месяц громких заявлений, это не старт вашего сезона, но именно в этой тишине сейчас вы закладываете фундамент. Самое важное событие — то, что Юпитер входит в ваш 12-й дом и запускает на целый год внутреннюю перестройку. Это год, когда вы можете готовиться к переезду, к эмиграции, к отпуску, переходу в другой формат работы, уходу от прошлого, к паузе, к исцелению, глубоким личным трансформациям. И этот месяц все равно будет насыщенным. В начале июня Венера включается в ваш 10-й дом, и вы можете получить похвалу, бонус, отклик, сделать что-то красивое, профессионально проявиться. А полнолуние 11 июня в 5-м доме даст яркие эмоции в любви, в творчестве, в вопросах детей, отдыхе, бизнеса или удовольствий. Кто-то влюбится, кто-то поедет в отпуск, кто-то из вас покажет свой проект, а кто-то решит завершить то, что больше вас не радует. Дайте себе право ничего не делать в июне. Слушайте себя, отпускайте, не бойтесь тишины. Все важное будет закладываться не в шуме, а в паузе. Если вы чувствуете, что нужно уехать, отдохнуть, завершить что-то, простить кого-то, спрятаться, то сделайте это. Если хочется закрыть какой-то гештальт, закройте. Если хотите подготовить что-то в тени, готовьте, не рассказывайте об этом никому. Юпитер в 12 доме дает вам огромную силу, но проявляется она только тогда, когда вы позволяете себе быть настоящими. Это месяц глубокой перестройки, и если вы прислушаетесь к себе, все начнет выравниваться. Не сразу, постепенно, но в том направлении, в котором нужно для вас. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши комментарии, лайки. Если вам нравятся мои гороскопы, то, что я делаю, под этим видео рядом с значком «Понравится» есть значок «Спасибо». Можете нажать и отблагодарить меня. Я желаю вам очень счастливого и удачного месяца июня, львы.